Всем привет! Сегодня обещанная вторая часть видео об организации вещей в доме с помощью пластиковых панелей. Этот ролик, как и предыдущий, снят, можно сказать, совместно со зрителями, за что огромное всем спасибо. Ваши советы мне очень помогли. А если вы не видели еще первую часть, ссылка на нее будет в конце. Поехали! Для первого варианта я вырезаю две прямоугольные детали по размерам полки. Одна будет находиться вверху, а другая внизу. Надрезаю канцелярским ножом с одной стороны, а с другой можно разломать или, если не получится, подрезать. Внешний вид края на этот раз не имеет никакого значения, потому что я воспользуюсь подсказкой зрителей и обрезанные края закрою стартовым П-образным профилем, который, возможно, у кого-то остался после ремонта вместе с панелями, или можно его купить в том же отделе, где и сами панели. Это действительно оказалось очень быстро и удобно. Потом я делаю одинаковые прорези, в которые будут вставляться вертикальные перегородки. А на перегородках соответствующие прорези будут по краям. Соединяю все между собой и устанавливаю на полку. Такой вариант подойдет, когда нужно раздельное вертикальное хранение вещей, которые самостоятельно устоять не смогут. Теперь сделаем ящики, которые можно будет мыть. Вырезаю сначала 4 боковые стенки, края обрабатываю, как в первом видео, аккуратно срезая все лишнее до горизонтальной перегородки. Можно даже при необходимости пройтись наждачной бумагой, чтобы не было зазубрин. Чтобы соединить все стороны, мы можем закрыть края профилем и склеить между собой. Я думаю, понятно, как это сделать, но я хочу показать сейчас еще один интересный способ. Кроме стартового профиля, при монтаже панелей используют еще вот такие уголки. Они двойные, внутрь вставляется панель, и с их помощью можно легко соединить все части. Правда, детали для этого лучше подрезать под углом 45 градусов. Когда каркас готов, обвожу изнутри дно, вырезаю его и приклеиваю горячим клеем. Уголки тоже нужно приклеить, желательно обычным клеем, например, подойдет прозрачный момент. Можно и горячим, только много не наносите, потому что уголки от высокой температуры могут деформироваться. Такая коробочка, может, и не принесет эстетического наслаждения, но она грязи и водоустойчивая и отлично подойдет для хранения красок, моющих средств или средств для чистки обуви. Много вопросов мне приходит по поводу хранения перчаток и шапок в зимнее время, поэтому следующий органайзер будет для них. Панели разрезаю поперек, края закрываю профилем, и у меня получается вот такая аккуратная заготовка. Теперь нужно ее прошнуровать. Для этого подойдет либо резинка, либо крепкая веревка. Отверстие для резинки можно сделать любым острым предметом. Сзади на этом уровне вырезаю канцелярским ножом вот такую канавку. В нее можно будет спрятать узел после завязывания резинки, чтобы он не выступал и не мешал, когда я все это буду приклеивать. Для перчаток и шапок лучше использовать резинку, а для ключей и очков не растягивающуюся веревку, например, бельевую. Клеить я буду двусторонним скотчем на внутреннюю сторону двери в прихожей. Таких панелек можно наделать любое количество, хоть для каждого индивидуально, и повесить кому куда нужно. Особенно удобно будет детям, если сделать это на уровне их роста.
Еще раз спасибо всем, кто делится своим опытом, идеями, советами. У меня самые креативные подписчики. Спасибо вам за внимание. Пока!